Друзья, приветствую вас! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня у нас новый формат съемки. Съемка 360 градусов. Вы можете всячески свой телефон поворачивать и будете видеть, что происходит в одном конце кабинета и в другом его конце. Можете с помощью мышки это сделать и потом оставите свой комментарий, как вам понравилась такая съемка или нет. Если вам понравится, то мы будем полностью переходить именно на такой формат съемки. Сегодня мы покажем массаж для усталых ног с помощью охлаждающего крема. Охлаждающий крем мы наносим на икры. И что еще сегодня интересного будет? Сегодня я хочу рассказать про такую интересную штуку, которую я сама приготовила, как сейчас так принято называть, лайфхак называется. Антицеллюлитное масло, которое вы можете приготовить сами дома. Есть антицеллюлитное масло, которое можно купить. Вот оно такое красное, большое, огромное. И вот это красное масло, другое уже, я сделала сама. Эффект у одного и другого продукта одинаковый, только цена получается у моего продукта в 4 раза дешевле. Как он делается, я вам расскажу в следующем видео. А также могу рассказать, как сделать самим водорослевое обертывание, который будет выводить большое количество жидкости, для которого не нужен пилинг, и это все можно сделать своими руками. Сегодня мы это масло нанесем на заднюю часть бедра. И нам клиент оставит свой отзыв. Оно будет разогревать, оно на основе красного перца. Стимулирует кровообращение, улучшает метаболизм клеточный. Также доказано, что экстракт красного перца влияет на жировые клетки адипоциты. Доказано, что экстракт перца преобразует белые жировые клетки, то есть белую жировую ткань в бурую, которая более полезная для нашего организма, она быстрее, так скажем, грубо сгорает. Как идет охлаждение? Да. Сильное? Нет, не сильно, но приятное. Да, вот всем приятно, особенно после рабочего дня, когда клиенты приходят, у них немного уже ноги подотекли. И попробуем сейчас новое самодельное масло. Вы готовы? Да. Нет, я пробовала, на самом деле очень хорошо разогревает. Почему мне пришло вообще в голову самой приготовить что-то такое для массажа? Многие очень из регионов спрашивают, чтобы было подешевле, но в тот же момент было очень действенно. Понятно, что это не зажравшаяся Москва, регионы, там немножко другие клиенты. И, конечно, хочется мастеру и заработать, и увидеть эффект у клиента, и не столько тратить на косметику. Поэтому мы об этом задумались и решили создать целую серию лайфхаков для спа, для массажа. Чуть повыше немножко. Не больно? Нет. А есть противопоказания к этому крему, к его составу именно? Нет никаких противопоказаний. Охлаждающий крем просто будет... Нет, который самодельный.
Нет никаких противопоказаний. Мгм. То есть, если нет аллергии на красный перец и на то масло, которое является основой для создания вот этого антицеллюлитного масла, пожалуйста, нет никаких противопоказаний. Здесь можно брать за основу любое масло. Здесь сам процесс. Мгм. Важен его приготовление. Ну тогда лайки и комментарии, да, и в расскажете. Да, я расскажу обязательно в следующем видео про водорослевое обертывание, которое можно приготовить самим. Для него не обязательно использовать пилинг. Расскажу про это масло. Есть еще шоколадные обертывания, которые мы тоже расскажем про них. Есть сахарные скрабы, солевые скрабы. Многие, наверное, уже знают про солевые скрабы, как их можно приготовить. Гималайский скраб тоже. Я уже чувствую разогрев. Разогрев есть, да? Да. Но мягкий такой, мягкий, приятный. Да, так же, как и от этого масла, вот бодхи, который я на Интершарме приобрела, новая косметика, тоже такой же цвет красный. На самом деле, сейчас это очень популярно, особенно в Европе, сейчас все переходят на эко-косметику, сейчас все стараются на фитотерапию переходить, кладут так же, как раньше, огурцы на лицо во время спа. То есть это сейчас актуально, это сейчас модно. Есть такая даже косметика Тономера, малазийская косметика, которая в основе своей содержит натуральные продукты. Микронизированные сушеные бананы, микронизированные сушеные кокосы. Это очень популярно в спа уже многие годы. Таких достаточно брендированных, широких спа. Поэтому как раз это будет сейчас актуально. Можно даже не говорить о том, что это ради экономии, а как новое веяние и как тренд, как следование моде, переключаемся на самодельную косметику. Конечно, только на ней не протянешь долго, на самодельной должны быть хорошие, дорогие бренды, но как вариант для клиентов, которые хотят получить результат, за небольшие деньги, это будет достойное предложение для них. Немножко разворачиваем в сторону. Как ощущение? Вверху согревает, а внизу охлаждает, да? Да, но мне кажется, этот разогрев идет довольно глубокий, может, из-за массажа. Да, массаж активизирует, естественно, это масло. Что можно сделать с этим маслом еще? Также сделать скраб самодельный, провести процедуру пилинга. Потом после пилинга сделать массаж проблемных зон по этому маслу. И его уже не снимая, потом на все тело можно, например, нанести водорослевое обертывание или шоколадное обертывание. Те зоны, которые проблемные, они будут активно прогреваться этим маслом. И масло также еще будет активизироваться за счет тепла, за счет термоодеяла. Еще лучше будет эффект. То есть здесь будет не классический протокол процедуры, а именно такой, когда идет сначала у нас пилинг,
Потом у нас идет массаж и обертывание. После обертывания можно нанести лосьон на все тело. Также есть лайфхак кислотный пилинг, который супер тоже увлажняет кожу. Тоже на основе одной из альфа-гидроксикислот, то есть АХ-кислоты. И тоже мы можем в следующих видео его показать. Здесь ножка прохладная, здесь ножка теплая. Да. Все, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и свои запросы в комментариях на лайфхаки насчет масла, насчет шоколадного обертывания и насчет всяческих пилингов, в том числе и кислотный пилинг мы покажем. Так что заказывайте. До встречи!